Добрый день, дорогие друзья! ТО «Гидромастер», Алмата, Казахстан. 4 августа 2014 года. На сервисном центре нашей компании производится расточка стреловых проушин комплексом Сирмеханика, производство Италия. Работы производит Шамажанов Серик, сотрудник компании «Гидромастер». Серик, хотелось бы поподробнее узнать о процессе работы, о станке, ну и, может быть, какие-нибудь интересные факты. В данный момент проводим работу по устранению деформации отверстий, то есть эллипсов. Работу проводит итальянский комплекс Сирмеханика. Пожалуйста. Это его монитор, можно сказать, что мозг. Здесь у нас индикаторы вращения основного вала. Справа от него автоматическая подача, то есть перемещение автоматическое. Ну, и здесь стоит первый световой диод нагрузки. Смотрим на него. Это самый главный двигатель основной. В середине у нас проходит вал, куда прикрепляются инструменты для расточки. Ну, все, идет основной кабель. Работает от сети 220, также может использоваться под 110 вольт. Удобный, компактный. Можно работу проводить прямо на месте, на объекте, как говорится, в полевых условиях. Не обязательно для этого вести в компанию технику или на базу. Можно сделать прямо на месте. Работает, помимо того, что он растачивает, удаляет эллипсы, он еще и может это все сам наплавлять. Соответственно, у него есть определенный инструмент, который может использоваться как сварочный аппарат. То есть любые его отверстия, которые деформировались сильно, можно путем сварочного аппарата вала восстанавливать проушины. В данный момент у нас идет только расточка. Вы наблюдаете процесс. Здесь выбрана определенная скорость вращения основного вала. Второе, это, как я говорил, автоматическая подача. Выбираем нужные параметры, запускаем его, и он идет, автоматический ход. Ширина проушины у нас получается 72 миллиметра. На это в среднем уходит где-то на один круг, уходит у него около 5 минут, 5-6 минут. Скорость резания небольшая у нас, соответственно, это стальное. Нагрузка большая по-любому. Глубина резания тоже небольшая у нас получается. Мы можем в среднем взять от миллиметра до 1,5. А нельзя сразу взять большую глубину резания и быструю подачу? Ну, во-первых, когда начинается работа, ее первоначальный процесс, любое отверстие, которое деформировалось, соответственно, набивается оно. То есть от постоянного соприкосновения отверстия с пальцем получается, набивается металл. Соответственно, он имеет определенную твердость. Можно даже так сказать, что как будто это подкалилось место. Соответственно, это отражается на скорости резания, на глубине. Поэтому
первые 2, 3, 4 прохода мы все равно берем понемножечку. То есть о миллиметре здесь даже можно и не думать. Потому что очень сложно станку. Во-первых, он очень чувствительный. У него есть индикатор нагрузки, который заводом-изготовителем не рекомендуется за критическую точку переваливать. Соответственно, так как этот процесс сам по себе трудоемкий, сложный, особо разгоняться тоже здесь нежелательно. Соответственно, чтобы не мучить лишний раз, как говорится, оборудование, придерживаться его характеристик эксплуатации, которые ему заложены заводом-изготовителем. Поэтому все в пределах определенной последовательности. Видите, уже вот получается уже 4-й круг я уже прошел. Еще до сих пор он осталось. Полностью эллипс мы еще не вывели, еще есть. Соответственно, где-то она берет, где-то еще не берет. То есть еще, значит, соответственно, до сих пор еще деформировано. Сейчас путем автоматического перемещения возвращаем его в нулевую точку. Здесь вал выдвигается сюда. На валу прикреплен инструмент. Вот он выдвигается. Сейчас он войдет в нулевую точку свою. После чего нам нужно резец на определенную длину выставить. Соответственно, чтобы он брал. Ну, это, конечно, все производится уже ручную. Так что здесь уже, как говорится, мастеру уже самому видно, сколько можно дать глубину резания. Все вот такие вот. Все, запускаем. Пошел следующий у нас заход. 5-й по счету. Да, 5-й заход. Практически, глядя с этой стороны отверстия, уже видно, да, что цилиндр более-менее появился, да? Если глядеть с той стороны, то видно, что еще целиком цилиндр не вышел. Соответственно, большая деформация по краям идет отверстие именно. Ну, в данный момент я где-то ему приблизительно так с полмиллиметра, наверное, взял. Пошел, видите? Задробил много. Слишком много вывесил. Ну, очень чувствительный аппарат этот. Любое неправильное его применение сразу. Очень чувствительный аппарат. Подводим его и включаем скорость вращения. Даже оборот добавить. Сложный процесс, трудоемкий, занимает очень много времени.